Друзья, я рад приветствовать вас на канале Ренат Строит. А тем, кто видит меня впервые, добро пожаловать. Если вы не подписаны на мой канал, просьба подпишитесь. Тем самым поможете моему продвижению. И также прожмите колокольчик о всех уведомлениях, чтобы вовремя получать информацию о новых выпусках. Друзья, как помните, некоторое время назад я показывал выпуск, даже их было два, о том, что одна бригада начала переделывать крышу, но, к сожалению, она накосячила. И хозяева дома расстались с этой бригадой. На тот момент они попросили меня переделать эту крышу, но, к сожалению, у меня занятость большая, и я сразу не смог приступить. Но сейчас как раз подошел черед заняться этой крышей. И все, что будет делаться, я вам покажу. Кстати, крышу вы можете видеть на заднем фоне. Как вы можете видеть, крыша сейчас закрыта пленкой, смонтирована частично обрешетка, контр-обрешетка и гидроизоляционная мембрана. Мне это нужно демонтировать и все заново смонтировать. Естественно, проверить, что там внутри, как себя чувствует стропила, старая обрешетка, утеплитель, все это мы проверим. Если же какие-то элементы будут в негодном состоянии, мы это все будем менять. Все это покажу, друзья. Друзья, вот что творится со стыками, видите? Один ниже другого встает. И получается, вся плоскость будет кривая. Некоторые из вас писали, что я пытаюсь придраться к работе, что здесь снег не будет задерживаться. С этой стороны, да, он будет скатываться, потому что уклон большой, согласен с вами. Но со стороны яндов он будет... Там в самих яндовых он будет задерживаться. И к весне, когда образуется там огроменный сугроб снега и льда, который не свалится, это 100%. Потому что этой весной мы смотрели, было то же самое. Просто-напросто это глыба льда. По весне, если она сорвется, то при такой обрешетке, при таком креплении, контр-обрешетки, как она была закреплена до этого, это просто-напросто все выдернет. Металл, кровлю, саму кровлю, металлочерепицу, обрешетку, все окажется это на земле. И просто-напросто впустую заказчик выкинет деньги. Никому не придираюсь, если вас устраивает такая работа, пусть вам делают так, но своему другу мы сделаем так, как нужно, друзья. Друзья, предлагаю отвлечься от темы нашего выпуска о строительстве крыши, вернее о ее реконструкции. И давайте вынужденно вернемся к вопросу, который был с Андреем. Не к самому Андрею, а к тому, что произошло. Произошла кража, как вы все помните. И тут, в принципе, мог быть не только Андрей. Все мы не застрахованы от таких случаев. Сегодня Андрей, завтра, не дай бог, кто-то другой. Конечно, никому этого не желаю. Вопрос совсем в другом. Когда это все произошло, вы многие писали, что мне нужно поставить забор, установить видеонаблюдение, купить пару волкодавов к себе на участок, чтобы никто мимо участка не ходил. Это, конечно, я такого делать не буду. И даже рекомендовали нанять охрану. Вопрос собаки стоял у меня и до этого момента. Думал я много об этом. Я люблю животных, люблю собак, были и до этого у меня собаки. И до этого постоянно я себя как-то отодвигал у себя в голове, отодвигал этот вопрос и не решался. Но когда все это произошло, вы многие мне писали про собаку. И когда все это произошло, вернусь опять же, мы переговорили с Аланом.
И Алан сказал, что у них в Осетии возрождают собаку, породу собак старую. Вот, объяснил, рассказал, мы пообщались с заводчиком, я посмотрел, что за порода, почитал, тоже посмотрел YouTube про эту породу. Информации не так много, но в принципе ее достаточно. Для меня самое важное было, чтобы она выступала как охранник, вот, с детьми ладила, чтобы вообще прям душечкой была в этом плане. Понятно, что собака собаке рознь, но все же. Вот, узнав все эти вопросы, меня все устроило. Вот, мы поговорили с заводчиком, у него была одна собака беременна, ходила с щенками, не ощенилась еще на тот момент. Вот, мы с ним договорились, что одного щенка я заберу. Планировали, по крайней мере, потому что загадывать не стоит при нашей жизни, потому что постоянно планы что-то да как-то меняются. Вот, все, настал момент, собака ощенилась, щенок побыл с матерью там определенное нужное время, которое требуется для того, чтобы щенок был здоров, чтобы не отрывать от мамкиной титьки, так сказать. Вот, и настал момент забирать щенка. Нашли, с кем отправлять, переправлять сюда из Осетии в Москву. Вот, заводчик мне снимает видео, говорит, что все, человек подъехал, забирает щенка, показывает, что передает его. Ренат, покушать собачкам купил в дорогу, миску купил. Аферистка. Сейчас отправляем, он уже подъехал. Но буквально спустя какое-то время доходит до меня информация, что случилась беда. Машина, которая выехала из Осетии, отъехав там 200 или 300 километров, вот, с машиной случилось ЧП. Спасибо всем, кто остановился, кто помог потушить пожар. Еще бы пару минут и сгорела бы вся машина. Так что берегите все себя, пацаны. Из-за одной мелочи бывает вот так вот. Сейчас колесо, колодки, подушка сгорела, трубки сгорели, провода все сгорели. Вот такая белая она есть сама по себе. И вот полопался кузов. Вот тебе наше сгоревшее колесо. Но самое, сейчас уже успокоился человек. Он мне в машине вез собаку моим друзьям в Москву, Аланскую. И кто-то по дороге ее у нас, пока мы тушили, пока тушили пожар, за это время кто-то с машины у нас ее украл. Очень нехороший человек. У человека горе, и еще собачку украли. И, к сожалению, в момент тушения пожара, всей этой суеты, как-то умудрились украсть щенка из кабины. Представляете, друзья, что происходит? У человека происходит проблема, у человека загорается машина, но он ответственный за машину, за груз, везет мне собаку. И в этот момент, при всем случившемся, просто-напросто кто-то решил украсть щенка. Вот такое, к сожалению, произошло. Вот, Алан оперативно раскидал информацию по местным пабликам там в Кабардино-Балкарии. Вот, по знакомым, там ребята приехали помогать чинить машину, тоже подключились на поиски. И забегая вперед, скажу, что, друзья, щенка нашли. Да, друзья, щенка нашли и привезли к сервису, где ремонтировалась фура. Привезли со словами, что где-то там щенок бегал, услышали, что вы потеряли, вот, и решили привезти. За это огромное спасибо. Вот, я безмерно счастлив. Щенок уже у меня дома. Какая порода, какой щенок, давайте я вам покажу и расскажу в следующих выпусках
Вот, а на этом я с вами буду прощаться. Всего вам самого наилучшего. Крыши над головой. Никогда не отчаивайтесь. Добро есть, оно и будет всегда. Вот, а на этом у меня все. С вами был Ренат. Канал Ренат Строит. До новых встреч в новых выпусках. Пока-пока. Do